Всех приветствую, дорогие друзья, мои подписчики, случайные зрители и постоянные завсегдаты моего канала. Ребят, самый действенный способ вообще тоже как бы из вашей аудитории, которая у вас есть, записывать такие фиты совместки, вот, которые по интересам тоже одинаковые. Вот. Для этого я записал вам такое небольшое видео. Тема сегодняшнего выпуска будет у нас такая, что как развивать свой YouTube канал, то есть если ты новичок, по основным таким вот моментам, что YouTube тоже как бы страница серьезная, так скажем, понимает, как что делать, допустим, потому что вот на моем канале есть там различные там обзоры про машины, допустим, про телефоны, про технику там, бытовую технику тоже буду еще снимать, на юморе, конечно же, на приколе, много хейта тоже, как бы столкнетесь и с этим, поэтому как бы за это переживать не нужно, нужно делать то, что делаешь, как бы стараться улучшить все это всегда, как бы, максимально, то есть что в ваших силах, как бы в ваших возможностях, нужно это улучшить. Вначале как бы необходимо с выбором тематики, ниши, то есть что вам интересно, на какие темы вы будете как бы обсуждать, вещать, то есть в первую очередь как бы ваш канал должен приносить пользу людям, то есть люди должны как бы какую-то информацию, что-то подчеркивать как бы для себя, что они смогут как бы с ваших видеороликов подчеркнуть для себя и как бы применять потом в дальнейшей жизни, там, неважно, пускай будут они там блогеры какие-то, начинающие, профессионалы, там все, либо это просто люди, которые пользуются техникой, которым будет тоже что-то узнать для себя, то есть какие-то там фишки. Изначально определяемся с выбором ниши, то есть как бы необходимо как бы начать, в любом случае необходимо начать, то есть сесть, записать ролик, как-то что-то, некоторые там ждут там оборудование, там сразу камеры нужно, там монтажеры, там программы, ребят, все начнете по ходу дела разбираться. Дальше потом находите, то есть вам нужны будут программы такие как VidIQ, тоже есть у меня ролик там по поводу там платной подписки, как бы. Плюс TubeBuddy, как бы. TubeBuddy поскольку пользуюсь, потому что какие-то ограничения непонятные там, по поисковикам тоже отдельно там посмотреть обзоры, я не буду сейчас как бы в это углубляться. Название ролика обязательно с оптимизацией канала YouTube, обязательно, чтобы человеку было понятно, то есть шапку, оформление канала, то есть в каком направлении вы будете двигаться, чтобы люди, которые подписываются на вас, то есть, чтобы они могли как бы понимать и иметь представление, чем ваш канал занимается, что вы будете делать, как бы, стоит ли им подписываться вообще в этом направлении, двигаться вместе с вами, либо дальше пойти как бы самостоятельно. Оптимизация YouTube, то есть название, описание обязательно, чем больше, тем лучше должно быть, то есть даже вы сами должны как бы все это там расписать, обязательно то, что у вас название используется в описании, должно использоваться. Также VidIQ, также там дополнительно сбоку есть там функция там ранжированные теги, там теги, которые вы используете, потом оптимизация, и в итоге вы должны стремиться к десятке, то есть 5 из 5, там много пятерок, и максимально, чтобы у вас все параметры были заполнены как бы на максимум. Поэтому, это называется оптимизация. Это в дальнейшем вам поможет, чтобы YouTube вообще понимал, кому показывать ваши ролики, чтобы максимально кликабельность была. Я сейчас на данном этапе, я пока тестирую, то есть говорят там превьюшки, допустим, да, у меня есть, то есть интро, то есть я создал сам себе интро. Там есть дополнительные программы, тоже это все на YouTube есть, абсолютно все можно вообще на YouTube, можно получить второе, третье высшее образование при желании, конечно. Сделал. Превьюшки я не знаю, конечно, как сейчас действуют, конечно, потому что в итоге человек нажимает на одну картинку, она яркая, красочная, в итоге заходит, там она не такая яркая, красочная, поэтому, лично я для себя как бы пробую, потому что говорят, там кликабельность, да, кликабельность это одно. Кликбейт называется. Кликбейт это, конечно, не всегда, что там люди думают там чисто для нажатия. Кликбейт это специально сделано, чтобы нажимали люди. Второй вопрос удержания. Удержание всегда вы должны максимально свою аудиторию, то есть всех зрителей, которые заходят на ваш ролик, максимально быть удержание. То есть YouTube, алгоритмы YouTube работают настолько, чтобы человек зашел на видео и посмотрел его от начала до конца. Много говорят, допустим, типа там ролики нужно снимать, там
раз там в неделю. Нет, ролики нужно пилить 2-3 штуки в день. Если ты начинающий блогер, если ты хочешь, как бы, чтобы твой канал быстрее развился, тебе необходимо пилить ролики, там, не знаю, по 2 штуки в день, как бы. Но тут фишка в другом, как бы, то есть они должны быть качественными. Они должны быть такие вот, чтобы, ну, людям было интересно, да, харизма у тебя, либо там какой-то посыл такой, информационная нагрузка такая, чтобы, ну, как бы человеку должно быть понятно и приятно смотреть на тебя тоже, как бы, тем не менее, как бы, вот у меня такие фишки, как бы, я вот сажусь что-то вещать, вот, для людей, меня там, как бы, дома знают, прикалываются, я всегда одеваю кепку, конечно, я говорю, это моя отличительная особенность, как бы, в любом случае нужно делать, ну, вот, на максимум, потому что, как бы, с дикцией какие-то вопросы, понятное дело, не боги горшки обжигали, в любом случае, чем больше ты будешь общаться, чем больше, как бы, это называется скилл, это навык, допустим. С каждым роликом оно оттачивается, оно делается лучше, все там, то есть навыки ораторства, они тоже развиваются. Даже вот ситуация была, я вот когда записывал ролик Kia Rio, там обзор, вот, и такой момент, что вышли на площадку, там все, возле машины стою, камеру достали, все, идут ребята там, ну, смотрят, я такой раз заминжевался какой-то, потом думаю, да, что мне минжеваться, я что тут наркотой какой-то там торгую или вот. В принципе, везде, как жизнь показывает, что систематизация, она принесет успех в любом деле. То есть, если ты будешь капать, кап, по чуть-чуть, не обязательно, что сразу записать много.